Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду декорировать вот эту бутылочку. Предварительно я обработала ее, обезжирила спиртом, а теперь окрашиваем белой акриловой краской. Это будет первый грунтовочный слой, после чего начнем работать. После высыхания краски беру массу для лепки на основе рисовой муки и мои любимые молды. Вы можете использовать молды, которые есть у вас. Итак, молды я предварительно смазываю любым маслом, в данном случае подсолнечным маслом, и приступаем к работе. Для начала взяла молды в виде вот таких вензелей красивых, это у меня новый молд. Если вам будет интересно, ссылочку, где я его приобретала, я оставлю под видео. Если молд понравился, тоже сможете себе его приобрести. Итак, я буду декорировать все 4 стороны бутылочки, только, естественно, декор будет разный. Тут я уже импровизирую и продолжаю работать. Весь лепной декор я приклеиваю на клей ПВА. После того, как я наполнила молд массой для лепки, если я взяла кусочек слишком большой, ее слишком много, лишнюю массу я просто срезаю с помощью мастихина. Потом аккуратненько выравниваем и приклеиваем деталь на бутылочку. Кстати, когда я замешивала массу для этой бутылочки, у меня закончилась рисовая мука, ее оставалось слишком мало, и на нужное количество ее не хватило. И вот так и рождаются новые рецепты масс для лепки. Мне пришлось добавить другой компонент, чтобы как-то импровизировать. И вы знаете, получилась очень даже неплохая масса. В одном из следующих видео, я думаю, я расскажу, чем я заменила рисовую муку. Компонент, конечно же, всем известен, но получилось очень даже неплохо. Масса замечательная, лепится хорошо, после высыхания хорошо держит форму. Ну, в общем, мне понравилось. Я продолжаю декорировать бутылочку. Очень мне нравится этот новый молд, который я приобрела. Очень красивые, четкие вензеля получаются, замечательные. Эта сторона полностью задекорирована, приступаем к следующей. Я хочу, чтобы они все были разные. Для этой стороны бутылочки буду использовать вот такой достаточно крупный круглый молд. Я его расположу по центру. Мне хочется, чтобы здесь именно такие вот круглые детали присутствовали. Сейчас я его аккуратненько выровняю все мастихинчиком. И у меня еще есть молд с более мелкими круглыми деталями. И я расположу один кружочек сверху и один снизу меньшего размера. Ну и может быть еще что-нибудь добавим. Так я вижу в данном случае декор вот этой стороны бутылочки. Ну вот, по центру декор я разместила, а теперь по 4 углам добавлю вот такие небольшие ажурные уголочки. Еще одна маленькая деталька в виде ромбика сверху, чтобы соединить все в верхней части. И, пожалуй, для этой стороны декора будет достаточно. Приступаем к следующей. У меня есть вот такая рамочка, молд в виде рамочки. И именно ее я расположу горизонтально по центру следующей стороны бутылочки. Также есть вот такой ажурный красивый уголок, более крупный, чем те, которые я использовала в прошлый раз, вот когда приклеивала по 4 сторонам. И вот эти более крупные уголочки я приклею сверху и снизу от рамочки. Ну вот, 3 стороны бутылочки готовы, осталось задекорировать последнюю. Для этого буду использовать молд, вот такую красивую корону. И эту корону я располагаю сверху в верхней части. Приклеиваю, аккуратненько выравниваем. Она очень интересная, фактурная такая получается, много выпуклых деталей. В нижней части добавлю 2 вензеля углом друг к другу, расположу их.
Не забывайте, что все приклеиваем на клей ПВА, аккуратненько поправляйте, чтобы не оставалось пустот, пузырьков воздуха, сразу следите за этими моментами. И остается задекорировать центральную часть этой стороны. Хорошенько смазываю все клеем и продолжаем работать. По бокам у меня остается еще пустое пространство, поэтому добавляю такие же вензеля зеркально. Получается вот такая красивая деталь, напоминающая рамочку. Ну и чтобы как-то задекорировать центр этой рамочки, возьму молд в виде розы, достаточно крупная розочка, и по центру приклею туда розу. А теперь остается задекорировать верхнюю часть бутылочки. Для этого я беру опять-таки тот же самый молд с вензелями и буду обклеивать весь верхний фрагмент бутылки этими вензелями, располагая их сначала по углам, а потом в промежутках, заполняя остальные пустоты. Ну вот, заканчиваю приклеивать вензеля верхней части бутылочки. Сразу все поправляйте. Следите, чтобы клея везде было достаточно, чтобы не было непромазанных частей бутылки, иначе потом в этом месте молд может отклеиться. Все поправляем. И затем можно отправлять бутылочку на просушку. Я оставила сушиться на 2 суток, так как я не торопилась. За 2 суток у меня все высохло, хотя эта масса высыхает и быстрее гораздо. За сутки оно, в принципе, уже было фактически сухим, а летом так и того быстрее. Если вам нужно еще быстрее, поставьте вблизи от батареи, но не слишком близко, чтобы масса не потрескалась. И еще, в процессе приклеивания массы никогда не растягивайте детали. Я пока хочу добавить еще 2 небольших таких ажурных декора с одной стороны. Показалось мне, что здесь пустовато. И продолжу вам рассказывать. Никогда не растягивайте детали, которые вы приклеиваете, даже если вам кажется, что нужно подрастянуть, потому что потом после высыхания они могут треснуть. У меня все высохло, и я начинаю окрашивать бутылку черной акриловой краской. Затем еще раз отправляем на просушку и будем дальше накладывать следующий слой краски. К сожалению, видео, как я делала крышечку для этой бутылки, нет, так как я сделала эту крышечку раньше для другой бутылочки, и она у меня лежала просто неиспользованная, а для этой бутылочки она идеально подошла по размеру, вот и все. Но я думаю, вы придумаете, как сделать пробочку для своей бутылки, и у вас получится тоже замечательно. А пока я беру фиолетовую акриловую краску и смешиваю ее с серебристым металликом. Отдельно добавляю золотой цвет рядышком, он мне тоже попозже пригодится. А пока вот этот смешанный серебряный металлик с фиолетовым я наношу сухой кистью, методом сухой кисти, кисть щетина жесткая, на все промежутки, кроме лепного декора. Его я стараюсь почти не трогать. Если где-то задену, это абсолютно не страшно, но в основном стараюсь наносить на вот эти пустые промежутки. Цвет получается очень красивый, такой фиолетово-серебристый. Он очень красиво отливает серебро, может быть, камера это не передает, но оттенок получается, поверьте, замечательный. Точно так же прохожу крышечку этим серебристым с фиолетовым металликом. И затем начинаю приступать к выпуклым деталям. Для них я использую просто серебристый металлик. Этой же кистью с сухой щетинкой я набираю немного серебряной краски и начинаю проходить по всем выпуклым лепным деталям. И вот посмотрите, как красиво начинают выделяться все вот эти ажурные фрагменты на моей бутылочке.
Ну вот, я прошла серебряным металликом по всем выпуклым деталям, по всему лепному декору. Получилось очень интересно, все детали стали видны, смотрится очень красиво. А теперь я возьму немного, буквально немного золотой краски. Не забывайте крышечку также точно окрасить. А золотую краску я буду использовать, ну, совсем в малых количествах, для того, чтобы точечно кое-где вот кисточкой в хаотичном порядке просто пройти по выпуклым лепным деталям, чтобы кое-где проглядывали какие-то фрагменты более желтого оттенка. Вот и все. Еще набрала немного золотой краски на палец и пальцем прошла по выпуклым кое-каким деталям точечно по крышечке бутылки и также по самой бутылке. Просто пальцами тоже очень хорошо чувствуются все детали, куда вы хотите конкретно нанести. Буквально точечно, немножко. Она почти не видна на бутылке, но свой оттенок она все равно даст. Вот в итоге, что у меня получилось. И теперь, конечно же, нужно обязательно покрыть работу акриловым лаком. Вот такая бутылочка с ажурным лепным декором у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс, а также вдохновит вас на новые работы. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. До новых встреч! Пока-пока!